Приветствую, незнакомец! Бузи-дварф к вашим услугам. Я люблю фэнтези, и думаю, каждый, кто этим увлекается, хоть раз задумывался о ДНД. ДНД это интересно, но я не могу похвастаться большим количеством друзей. Так что долгое время для меня ДНД в основном существовало в формате чужих приключений на YouTube. Однако в прошлом году я это опробовала. Недавно обретенная подруга написала мне, что собирается впервые вести свою компанию, и пригласила меня в их приключения. Я была в восторге, и немного напугана, так как не ожидала, что когда-либо буду играть. Да и почувствовала груз ответственности за становление достойным игроком, которого не стыдно и в игру позвать, и друзьям показать. Я не имею нормального опыта в создании персонажей. Все же ДНД персонаж – это не просто показатели навыков на листе, это еще и биография. ДНД персонаж должен быть понятен для самого игрока, ведь ты будешь взаимодействовать с окружением от его лица. И это меня дико тревожило, я первое время не знала, с чего мне начать. Когда я готовилась к созданию персонажа, немного погуляла по Ютубу и посмотрела видео на эту тему. Помню, смотрела видео от Sneaky Dice, где он рассказывал, как заполнять лист, и заодно прописывал некоторые идеи для биографии персонажа. Меня это немного успокоило, но впереди все еще было много нового и оттого волнительного. Заполнение листа персонажа, мне кажется, не столь сложной задачей, как продумывание биографии, особенно если ты тот человек, который любит вдаваться в детали. Именно из-за этого я и решила записать видео. Надеюсь, кому-то оно поможет не стесняться и не бояться, как я, и начать создавать своего героя. Заранее извиняюсь за сумбурность. Мне не просто структурировать столь многообразную информацию. Постараюсь сокращать рассказ, сжимая все, но при этом не теряя сути. Представленный рассказ – это мои личные фантазии, слабо основанные на книгах ДНД. Я вообще мало знакома с лором. И не ждите здесь заполнения листа персонажа. Я в этом мало чего понимаю. Мой лист вовсе помогала заполнить мастер, потому что мой персонаж вошел в игру не первого, а сразу второго уровня. Итак, с чего же начать-то? Например, с класса. В ДНД важно выбрать тот класс, в котором тебе будет интереснее покорять мир фантазии. Так как я не блещу умом, я остановилась на варваре. Многие советуют новичкам начинать именно с варвара, так как с ним довольно просто работать. К тому же для меня это хороший вариант сублимации агрессии в игровой форме. Давно, во времена, когда я посещала психолога, мы обсуждали ДНД и пришли к тому, что такие игры действительно могут помочь в сублимации разных проблем или эмоций. Первое, о чем я спросила ГМа при подготовке к созданию персонажа, какие расы, или виды, можно рассматривать в качестве игровых. Она разрешила брать любые. Я побежала на этот сайт и начала искать расу, которая бы лаконично смотрелась в роли варвара. Несмотря на мою любовь к оркам, я точно знала, что не буду играть ни за орка, ни за полуорка. Орки в ДНД мне не нравятся. И тут, листая список рас, я увидела его. Троллкин – хороший вариант для меня. Ты только глянь. И темнозрение, и природное оружие в виде клыков когтей, способность к регенерации, прочная кожа, запугивание. Шикарно. Но когда я углубилась в чтение информации о расе, меня немного обеспокоило, что описание довольно скудное, и есть куча моментов, которые... есть у меня к этому скепсис. Но мастер не была против нововведений и некого переосмысления, потому я взяла основы из описания и начала придумывать свое. Наверное, так делают многие, ведь книги ДНД – это не свод строгих правил. А сейчас важное отступление. При создании персонажа я опиралась на русскоязычные сайты по ДНД. Однако при работе над видео заглянула и на англоязычные. И перестала понимать, где реальность, а где я. Информация очень разнится. Если на русском сайте сказано, что троллкины худые, высокие, родственны людям, на английских же говорится, что они коренастые, низкие и родственны дварфам. Как я говорила, все сказанное мной далее будет моей фантазией. Давайте остановимся лишь на той информации, что мои троллкины произошли от скрещивания людей и троллей. Любовь! Любовь, суки! Любовь! Сразу поняла, играть буду за женщину. Я считаю необходимым выбор персонажа, которого тебе будет проще показать соигрокам правильно. Изначально-то я думала играть за мужчину, но быстро отказалась от этой затеи. Так вышло, что я не мужчина, и я не могу быть уверенной, что смогу отыграть, тем более при первой игре, нормального мужчину, а не карикатуру или унисекс-манекена.
У нас в компании был даже спор на эту тему, который, по сути, никакого вывода и не получил. Я понимаю, что для жителей современного мегаполиса не очевидно, может быть, почему я так внимательна к выбору пола персонажа. Но если уж погружаться в персонажа, мне было бы трудно проявить необходимый характер, необходимый уровень жестокости, жесткости, который был бы присущ для выбранного мной персонажа, но мужского пола. Мой личный характер, манеры, понимание добра и зла. В конце концов, я женщина 21 века. Все это ненароком может повлиять на действия и манеры персонажа в игре. Не скажу, что я изнеженная дворфийка, но все-таки. Не стоит переоценивать свои возможности. Зато, выбрав в качестве персонажа варвара женщину, можно внести не только внешний, но и внутренний конфликт. И нет, говоря о конфликтах, я не имею в виду истеричную дурочку. И я не считаю, что в каждой истории необходим конфликт. Однако у многих людей есть свои личные конфликты. Возможно, и у тебя он тоже есть. Некая борьба с собой. Это естественное состояние для разумного существа. Потому добавить личный конфликт персонажу поможет сделать его живым. Главное не перестараться. Определившись с классом, расой и полом, я продолжила работу над биографией и внешним видом. И здесь началось самое сложное. Сейчас мне нужно пояснить тебе о моем взгляде на фэнтези, основанное на ряде знаний о реальном мире, чтобы ты смог понять, в чем заключалась сложность и почему персонаж получил ту биографию, которую имеет. Говоря о средневековье, а жанр фэнтези именно на этом и основывается изначально, женщина имеет мало шансов забыться и отправиться в путешествие. А ведь ДНД – это в первую очередь о путешествии и приключениях. У женщины меньше возможностей, чем у мужчины. Женщина во многом зависит от семьи, от своего мужа, отца или же братьев. Женщина слабей, и оттого для нее больше опасностей вне дома. О физической силе я говорю, потому что выбрала варвара, того, кто в бою использует силу своего тела. Ну и глупо отрицать, что в среднем женщина слабее мужчины. Да, в фэнтези, я считаю, возможности и права народов должны быть схожими с реальной историей ушедших веков. Разумеется, беря во внимание и то, что наличие магии и огромного количества разных разумных видов и рас может своеобразно отразиться на культуре мира в целом. Но как основу я желаю видеть средневековье, не современность. Я в мир фантазии ухожу не для того, чтобы видеть 21 век со скином сказки. Итак, начав работу над биографией, я решила опираться на эпоху средневековья, когда общественно-экономической формацией был родоплеменной строй. Я довольно неплохо знаю эту культуру, мне будет легко и приятно с ней работать. Вот и начинает маячить конфликт. В таком обществе у женщины есть своя важная роль матери и хранительницы очага. Моя же задача придумать такой сюжет развития персонажа, когда женщина будет иметь те же возможности, что и мужчина, но при этом не будет Мэри Сью. В чем же проблема, спросите вы? Ну, мне нужно придумать персонажа, который отправится в приключения, а не будет сидеть дома и готовить борщ. Так как это мир магии, я могу ей воспользоваться, упрощая себе задачу. Пусть при рождении на персонажа падет проклятие, и так как она проклята, родители не захотят, чтобы она выросла, стала женой и нарожала детей, ведь в этом будет много риска. Именно поэтому отец начал воспитывать дочь как сына. Из-за того, что она воин, она не сможет выйти замуж. Как минимум потому, что как-то позорно мужику брать в жены воина. Это чуть ли не на уровне мужеложества. Пора перейти к ее племени. Я выбрала троллкинов вида камнешкурые. Они произошли от связей людей с троллями. Их жизнь связана с камнем. Отсюда и название ее племени – Киви. Это означает камень. Я использовала эстонские слова, чтобы давать имена и названия. Не ругайте меня за произношение. Немногие племена живут в горах, а остальные, как и племя моего персонажа, у подножия гор. Строят низкие домики из всего, что дают им леса и пахотные поля, на которых они растят малочисленные зерновые и корнеплодовые культуры, а основу их мясного рациона составляют стада овец и разная лесная дичь. Троллкины мало кому приятны в качестве соседей. Для многих это просто дикари, поклоняющиеся духам. Минимум половины населения – это готовые к бою воины. И они существуют не просто для защиты территорий. Они обогащаются за счет грабежей проходящих по дорогам караванов. Не сказать, что они часто этим заняты. Все-таки до крупных дорог еще стоит дойти. Да и рискованно это.
Но торговцы, которым удалось уйти живыми, явно недовольны таким редким встречам. Грабежи для тролкинов – это важно. Это и тренировка молодняка, и обогащение племен. Молодой парень может разжиться и рабами, и дорогими тканями, артефактами, драгоценными камнями и металлами. Все это положительно скажется при сватовстве к юной красавице. Соседям же проще периодически откупаться, нежели вступать с ними в боевые столкновения, так как если у одного племени не удалось одолеть соперника, к нему на помощь придут другие племена, и бороться с таким количеством воинов чревато серьезными проблемами. Стоит подумать и о бытовой составляющей народа. Женщины ходят в платьях с красивыми прическами и украшениями. Замужние дамы покрывают головы тканью. Волосы данной расы куда жестче и толще человеческих. Когда-то воюющие с тролкинами люди любили собирать их скальпы как трофеи. Возможно, традиция покрывать женскую голову пошла именно в попытке отвести от жен беду. В любом случае, жена вне дома покрывает голову платком, даже если женщина овдовела, но не готова расстаться с почившим. Незамужние девушки носят на висках украшения. Чаще всего на них выгравированы разные рунические молитвы к духам предков по материнской линии. Считается, что это поможет найти хорошего мужа. Женщины заняты домашним очагом. Малыши, еда, создание одежды, постоянный монотонный труд, не требующий большой силы. Это все на них. Несмотря на длину своих платьев, женщины носят весьма красивые, довольно высокие сапожки. Хотя они лишены таких трудностей, как дальние походы и боевые действия, тем не менее, это один из важнейших элементов гардероба приличной девы. Так как в случае гибели мужа считается, что жена несет на себе тяжкое бремя, а хорошие сапоги должны помочь ей в этом пути. Вот и носят они эти крепкие сапожки еще с тех самых пор, как готовы к замужеству. Мужчины же носят штаны да рубахи, не сильно заботясь об украшениях, так как часть мужчин племени – это воины, а для них главное украшение – их шрамы, о которых я расскажу позже. Украшения они носят не постоянно, разве что на праздники и важные встречи. Защита, захват территории, выпас скота, поиск руды, торговля, кузнечные ремесла, строительство, ремонтные работы – это все мужские заботы. Красивые прически у мужчин не редкость, но специфичные. Мужчины бреют виски, особенно если относятся к военному сословию. При этом оставшиеся длинные волосы они заплетают в сложные косы. Зачем же бреют виски? Юные воины проходят обряд посвящения после своего первого удачного столкновения с противником. Когда юноша доказал, что готов быть добытчиком и защитником дома, на левой стороне головы ему выжигают символ его племени – ворона, духа, знающего о смерти. Правое крыло направляет взор воина – искать смерть. Левое крыло направляет голос – звать эту смерть. Сам ворон шепчет на ухо – помнить о смерти. В описании расы сказано: ничто, кроме огня и кислоты, не способно оставить шрам на шкуре тролкина. У них очень хорошая регенерация. Именно поэтому данную скарификацию делают раскаленным металлом. Этот обряд – самый важный момент в жизни будущего воина. Мужчина, как более сильный представитель племени, имеет большую значимость своего голоса. Однако мой персонаж, несмотря на свой мужской род деятельности, застряла в очень странном положении иерархии. Она стоит на ступень выше, чем женщины, простые рабочие, дети и рабы племени, из-за того, что она воин, но на ступень ниже братьев по оружию, из-за того, что она женщина. Думая об имени для нее, решила связать имя с проклятием. А проклятие следующее. Тролкины верят, что 9-й ребенок в семье проклят духами предков. 9-й он как магнит для несчастий. Велик шанс, что 9-й помрет еще в младенчестве, но хуже то, что его присутствие в племени гневает духов, зовет смерть в само племя. Неизвестно, когда появилось это суеверие, это настолько древняя история, что истоки ее утеряны. Если что-то и известно, так это легенда о семье троллей, которую поглотила река после рождения 9-го ребенка. Почему же моего персонажа не убили при рождении? Простая жалость спасла младенца. Было непросто вымолить у племени оставить данное дитя, но были те, кто, помня заслуги ее отца, помогли отцу уговорить остальных. Имя персонажа, данное при рождении – Ухекса, что означает 9-я. Конечно, я сделала все, чтобы ее внешний вид говорил о роде деятельности, так как Ухекса – воин племени, у нее есть символичный шрам на голове. Несмотря на то, как это позорно для женщины, она бреет голову, оголяя шрам. Тело ее куда крепче, чем должно быть у девушки. Годы тренировок и тяжелых физических нагрузок дали свои плоды.
У Хекса всего лишь 14 лет на момент приключения в игре. Не смущайтесь столь взрослому телу, дело в том, что троллкины растут куда быстрее людей. Как только малышка научилась крепко стоять на ногах, отец занялся ее тренировками, рационом и манерами. Она каждый день трудилась, стараясь вырасти большой и сильной девочкой. Вы когда-нибудь пробовали за раз съесть десяток яиц, ножку барана, бабушкиных пирожков с ягодами, запив все это кувшином молочно-травяной бурды? А это был обычный летний вечерок 6-летней девчушки. Было необходимо быстро расти и учиться, ведь к 7 годам дитё уже участвует в грабежах, пусть и не в первых рядах. Детство было интересным, хоть и не таким, каким должно было быть. У Хекса вместе с братьями и остальными юнцами племени занималась тренировками, купалась в реках, пахала, охотилась, в общем, училась трудиться и отдыхать как мужчина. Правда, иногда она и грустила, видя, как девчонки вышивают красивые полотна, смеясь над какой-то шуткой. Грустила и видя своих старших сестер, которые выходят замуж. Многое, что по праву должно было принадлежать ей, было под запретом. Но она не из тех, кто станет спорить, она смирилась. В ее жизни тоже есть радости. Ни одна ее сестра не знает, как кипит кровь в бою. Каково это становиться сильнее с каждым месяцем и чувствовать себя полезным бойцом. Не знают ее сестры и безграничие мужского юмора. Трудно сказать, что у нее было много друзей. По крайней мере, чем старше она становилась, тем меньше предвзятости было вокруг. Но был один друг, который никогда бы не подумал чего-то плохого о ней. На территории племени жили собаки. Они помогали стеречь территории, а троллкины помогали пушистым пережить суровые зимы. Хекса не помнит, как это случилось. Просто за ней начал бегать щенок. Девочка кормила и играла с ним. Время шло, и вот уже крупный пес бежит к ней, виляя хвостом, услышав свое имя. Ой, ко мне. Ой. Чаще всего они проводили время вместе внутри поселения, пока девочка тренировалась или выполняла порученную работу. Когда нужно было пасти овец, рядом с ней всегда был Коэр. Эти звездные ночи, баловство и песни она будет помнить еще очень долго. Одежда у персонажа, конечно же, мужская. Есть и легкая броня, и оружие. Так как в качестве вдохновения использовались викинги и народы, активно с ними контактировавшие, это отразилось не только в одежде, но и в военной амуниции. На данном этапе работы над биографией можно постепенно заполнять черты характера персонажа. Раздумывая о чертах характера, конечно, я опиралась на среду, в которой она выросла. Весьма жесткие границы дозволенного, ласки почти нет, недоверия к проклятому ребенку, подруг нет. Общалась в основном с мужиками и развлечения, соответственно, не под стать юной деве. Конечно, бабушка учила ее разным женским навыкам и петь колыбельные, и шить, и танцевать, но это не пригодится ей в жизни. У Хекса мускулинно, уважает старших, любит мериться силой и ловкостью, по жизни довольно спокойной, но в бою бывает излишне кровожадной. Нет, она не похожа на терминатора без эмоций, просто она знает, что именно и когда от нее хотят. Идеалы тоже специфичные. У Хекса считает, что идеальная женщина должна быть нежной, тихой и покорной. Себя же она к женщинам не относит. Нет, она понимает, какого она пола, с ней все в порядке. Речь идет о женщине как о роли в обществе. У Хекса не приемлет воровства. Это презрительно. Истинный воин, если хочет что-то отобрать, должен заполучить это силой. И, конечно, она считает, что воину стоит погибнуть в бою, с честью покинуть мир живых. Как и другие троллкины, живущие в племенах, она не видит ценности в других расах. Они для нее либо враги, либо товар, либо в случае необходимости временные союзники. Но не спеши приписывать ее к числу нацистов. Она не из нашего времени, у нее свои архаичные понятия свой-чужой. Она не ненавидит другие виды и расы, просто они ей безразличны. Однако тролли и феи для нее чуть ли не на уровне божеств, ведь именно эти создания однажды дали жизнь для племен троллкинов. Ах да, ну и люди тоже поучаствовали, да, куда же без них. Эти похотливые создания готовы возлежать со всем, что дышит. К людям она любви не питает, но весьма терпелива. Так, основа персонажа уже есть. Теперь нужно придумать, что же произошло, что заставило у Хекса отправиться в приключения. И тут снова пора вспомнить о проклятии. У Хекса было 12 лет, она уже год как воин племени, но у судьбы свои планы. Юная воительница не смогла устоять, что-то случилось в тот день. Впервые страх был сильнее клятвы о защите племени, а когда все стихло, она впервые осталась одна. Перепачканная пеплом девушка в горе отправилась к соседнему племени, к родственникам. Они дали ей новое имя – Тухк, что означает «пепел».
Отныне она носит это имя как символ и память позорной участи племени Киви. Но не только именем все обошлось. Шаман, вымаливая прощение для дитя племени, провел ритуал, отрубив безымянный палец левой руки девушки, принося эту жертву духом. Если ты хочешь что-то получить, ты должен что-то отдать. Подобная метка есть у каждого взрослого троллкина, кто находится в немилости у духов. Несмотря на отсутствие женственности, свое воинское призвание и смиренность пред судьбой, Тухк все-таки мечтает однажды обрести семью. Шансов на это немного, да и даже думать о таком она стыдится. Но мечтать же не запрещено. Это и ведет ее вперед, навстречу приключениям. Последний представитель племени Киви не просто так покинул родные земли. Шаман поговорил с духами предков. Они готовы простить выжившую и позволить ей жить, если она совершит 9 подвигов, о которых знает только она и шаман, направивший девушку на этот долгий путь. И вот юный воин отправилась своей дорогой, прихватив Койра, точнее его череп. Задохнувшийся в дыму, теперь он всегда висит на ее поясе. Девушка верит, что пес подсобит в подвигах. Теперь можно прописать и привязанности. Тухк с нежностью вспоминает свою бабушку. Она заменила ей мать, и без ее помощи Тухк бы не спаслась в тот день. Череп пса придает ей уверенности и питает теплыми воспоминаниями. И, конечно, отцовский боевой топор. Отец сменил много топоров за короткую жизнь Тухк, но этот уцелел в сожженной деревне. Когда-то ее отец сходил с этим топором на поясе. Теперь настал ее черед. Никто не идеален, а потому и слабости имеют свое место. Тухк росла в окружении мужчин с раннего детства. Случалось много разного, и так вышло, что она немного опасается пьяных и флиртующих мужчин. Также опыт показал, что плавает она как топор, потому в воду глубоко она никогда не заходит. В день, когда она потеряла все, открылись новые страхи. Оказалось, она панически боится пожаров. Тухк видела высокие костры на ритуалах и праздниках, но никогда не думала, что огонь можно использовать как оружие, тем более, что огонь будет использован против ее племени. И, как оказалось, она боится рыцарей. Этот страх ей не объясним. Тухк сталкивалась с закованными в металл людьми, и лошадей она видела. Казалось бы, что и бояться не должна. Но большое количество конных бойцов приводит ее в панику. Никогда она не забудет рев и топот этих животных, над которыми сияет острый металл. К слабостям я отнесу и ее мечты о семейной жизни. Она жаждет и боится стать женой, но еще больше ее пугает мысль, что она никогда ей не станет. На этом моменте моя работа над биографией окончена. Далее потребовалась помощь мастера для того, чтобы внедрить персонажа в историю. Мастер ознакомилась с моими трудами. Насколько помню, в ходе обсуждения я даже что-то меняла, но основная информация осталась нетронута. После ознакомления мастер сообщила мне вводные, где и при каких обстоятельствах может появиться персонаж в истории. И вот к чему мы пришли. Долго шла она куда-то южнее земель своего народа, а спустя пару лет оказалась в неком Авадоре, портовый город у моря, окруженный деревеньками, полями и лесами, но довольно тихий. Здесь она встретила старого дварфа, Певра. Он трактирщик и великодушно позволил Тухк перекантоваться у него некоторое время, оплачивая свое проживание не звонкой монетой, а выполнением разной работенки. Видно, у старика не хватает рабочих рук. В любом случае, для Тухк это предложение очень кстати. Хотя такой прием стал шокирующим. Дварфов она ранее не встречала, но слышала не раз, какие дварфы отвратительные, и любому троллкину стоит их избегать. Позже она поняла, что в этих землях принято существовать со всеми гостями мирно, таковы особенности портовых городов. А сама игра началась с того, как Тухк, собирая в лесу хворост для трактира, услышала звуки битвы. На этом видео подходит к концу. Ниже в комментариях вы найдете ссылки на сайты с описанием расы и сможете лично рассмотреть, с какой информацией я имела дело. Работа над персонажем была долгой и детальной. Я продумала многое, что, скорее всего, никогда не было бы использовано в игре, и оно не вошло в этот ролик. Информации очень много, и кто-то наверняка скажет, что это излишне, слишком серьезно для простой игры. Соглашусь, такой подход не всегда уместен, тем более если учесть, что многие ДНД игры имеют скорее комедийный сюжет и не несут в себе слишком много реализма. Но я так скажу, мне намного спокойнее приходить на игру с персонажем, у которого за плечами целая история, наполненная воспоминаниями, опытом и жизнью. Увы, в компанию я не вписалась и решила уйти из игры, убив Тухк на
третьем уровне. Конечно, можно было бы сюжетно подвести, якобы она вдруг ни с того, ни с сего решила взять и покинуть город, но у Тухк не было ни единого логичного, не спорящего с ней фактора, из-за которого она бы всех бросила. Поэтому я попросила мастера убить персонажа во время охоты. Смерть хотя бы оправдана в силу ее проклятия. Возможно, она вернется к жизни в другой игре, если я найду новую кампанию. Но это не точно. Зато теперь у меня есть бонусный совет о ДНД для вас. Обязательно проводите нулевую сессию, иначе есть вероятность пойти по моей кривой дорожке. Кстати, кто из вас угадает, как померла Тухк? Не скажу, что я давала вам ответ на это, но если вы были внимательны, у вас есть шанс угадать. Как всегда, простое правило. Я тебя развлекла, а ты поставь свою реакцию, напиши комментарий и подпишись. Если тебе помогло это видео, если оно тебе понравилось, обязательно пиши об этом. Помните, что авторы не читают ваши мысли, а вот комментарии читают. И ваши комментарии помогают понять, что вам интересно. До новых встреч!